Приветствую всех! Сейчас вы увидите реальное судебное заседание в США. Но сначала несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при просмотре. А после коротко подскажу, что можно делать, если вы не в Америке. Итак, мужчина, которого здесь рассматривают по делу о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД, возможно, связанных с отсутствием водительского удостоверения, сразу заявляет, что выступает как живой человек, а не как юридическая фикция, так называемый строуман. Судья на протяжении диалога, по сути, уводит разговор в сторону юрисдикции, где человек трактуется именно как такое фиктивное лицо. Зачем это делается? Потому что в таком режиме проще навязать правила, о которых большинство не знает, и, как следствие, удержать деньги. Обратите внимание, как судья несколько раз уходит от прямого ответа на вопрос, в какой юрисдикции вы намерены меня судить, и предлагает, например, перенести дело. Это типичный прием, при котором человек как бы сам соглашается играть по правилам суда. При этом возможные нарушения со стороны аппарата суда остаются за скобками. По словам мужчины, в самом начале секретарь отказалась принять у него документы по делу. Он указывает, что это незаконно. Судья этот эпизод не обсуждает, а просто переходит к вопросу: «Что вы хотите сделать сегодня?» Поведение мужчины образцово. Несмотря на заметное эмоциональное напряжение, он спокойно настаивает на предоставлении ответов, задает ключевые вопросы и не позволяет размыть предмет разбирательства. В итоге суд прекращает производство по пунктам обвинения, однако пытается зачесть внесенные средства как судебные издержки. Мужчина корректно напоминает: это был залог, и он подлежит возврату. В финале, когда мужчину просят подтвердить реквизиты, он избегает отождествления себя с указанным в документах юридическим лицом и ограничивается формулировкой «указанный адрес верный», сохраняя выбранную правовую позицию. Смотрите внимательно, как это происходит, шаг за шагом, а потом я снова к вам вернусь. Я подал для вас свои документы в пятницу, и секретарь незаконно отказалась их принять. Сегодня утром я снова пришел и снова подал для вас документы. Секретарь опять незаконно отказалась их принять, хотя я предупредил ее, что отказ в приеме моих документов – это уголовное преступление. И вообще, по закону, они считаются поданными с момента, когда я их ей передавал. Следовательно, что вы хотите сделать сегодня, сэр? Ваша честь, мне сначала нужно задать несколько вопросов. Прежде всего, я должен понять суть и причину предъявленных мне обвинений. Также мне нужно знать, это гражданская или уголовная юрисдикция. Это уголовная юрисдикция. Окей, уголовная. Это суд по нарушениям правил дорожного движения. По этому делу нет возможности лишения свободы. Вы урегулировали один из пунктов обвинений. Вы предоставили подтверждение исправления 26 августа 2022 года. Или это сделал Райан Майкл Тор, или вы хотите сказать, что это не вы? Райан Тор – это живой человек. Райан Майкл Тор – это ошибочно привлеченный ответчик, фиктивное лицо. Итак, спасибо, Ваша честь. Пусть в протоколе суда будет указано, что дело против меня носит уголовный характер. И теперь у меня есть еще один вопрос. Поскольку Конституция предусматривает два разных вида уголовной юрисдикции, одна уголовная юрисдикция – это в рамках общего права, другая – адмиралтейского права или военного трибунала, согласно статье 1 разделу 8 пункту 17 Конституции. Можем мы вернуться к вашему делу через минуту? Мне нужно рассмотреть другие дела, а потом я смогу все это с вами подробно обсудить. Мне нужно знать, по какой из этих двух юрисдикций вы намерены меня судить. Это очень важно, потому что процесс ведется по-разному. Процессуальные нормы в уголовных делах по общему праву или в гражданской. Вас никто, нам просто нужно выяснить, вы смогли восстановить свои водительские права или нет? Ваша честь, повторяю, мне нужно получить ответы на эти вопросы. Я должен знать, какая юрисдикция, и я должен знать, кто является пострадавшей стороной, суть и причину этого дела. Мне нужно знать, кто пострадавший. Мне нужно знать, кто подал иск.
Хорошо, это штат. Итак, как поступим? Вы хотите назначить дату суда? Я могу предложить вам много разных дат, и тогда вы сможете прийти, задать все вопросы, и им придется доказать выдвинутые против вас обвинения. Спасибо, Ваша честь. Я уверен, вы не будете нарушать присягу, выполняя свой долг по Конституции. Мне придется вернуться к вашему делу позже, потому что у меня есть другие дела, и я уделю вам столько времени, сколько нужно, позже сегодня. Это лежало на стойке. Ваша честь, я прошу прекратить дело, потому что если это уголовная юрисдикция, как вы утверждаете, я должен увидеть заверенную жалобу от потерпевшей стороны, и у меня должна быть возможность встретиться лицом к лицу с моим обвинителем, как вы упомянули в начале этого заседания. Так кто же пострадавшая сторона? Вот в чем вопрос. Кто пострадавший? Почему я здесь? Я не понимаю, почему я здесь. Он заплатил $448 32 цента. Да, именно столько он заплатил. Хорошо. Что еще? У него остались только пункт 1 и пункт 2 и... Хорошо, сэр, я воспользуюсь своим правом и прекращу пункт 1 и пункт 2, а уплаченные вами суммы зачту в счет судебных издержек. Против вас нет никаких обвинений, они сняты. В интересах правосудия, окей? Итак, давайте внесем в протокол, что в отношении ответчика Райана Майкла Тора по делу 7Z60646 все обвинения сняты, верно? И все уплаченные суммы идут на покрытие судебных издержек. Но эти суммы – это залог, и он должен быть возвращен после прекращения дела. Окей, знаете что, у меня нет проблем с возвратом ваших сборов. Не возражаю. Спасибо, мэм, я ценю ваше время. Пожалуйста. Следующее дело. Мэтью Мартинес, CMZ300058. Мистер Мартинес, доброе утро, сэр, спасибо за терпение. О, мистер, у вас... вы меняли адрес? Потому что деньги возвращаются по тому адресу, который был указан, кем бы ни был указавший. Адрес указан верно. Большое спасибо. Хорошего дня. Да, это происходило в Америке. В других корпорациях, странах, законодательство может отличаться. Но сама система, при которой суд взаимодействует с человеком через Строумэн, вы думаете, она есть только в Соединенных Штатах? По понятным причинам я не могу давать конкретной формулировки заявлений или вопросов, которые вы могли бы прямо использовать в суде. Но я могу вам привести в пример то, что сделал автор видео, из которого я как раз взяла этот фрагмент с судом. Этот парень провел много часов, общаясь с так называемым разблокированным ИИ, то есть нейросетью, у которой не действуют стандартные ограничения на ответы. Он получил интересную информацию о том, как можно действовать в подобных ситуациях, и выложил ее на своем сайте. В том числе он поделился 10 вопросами, которые можно задать судье. Их цель не спорить с самим фактом приписываемого вам нарушения, а проверить легитимность процесса и полномочия участников. Использование этих вопросов в суде может привести к такому же результату, что вы увидели в ролике. И если подход вам кажется разумным, почему бы и вам не попробовать поговорить или попереписываться с ИИ? Общение с нейросетью в данном контексте вопроса не может быть рассмотрено как использование ИИ в преступных целях. Вы всего лишь выстраиваете свою защиту в суде, готовя вопросы, которые имеете право задать. Я тоже провела собственный эксперимент с нейросетью. Результат впечатлил. Но здесь вот что важно. Если вы хотите получить действительно полезный список ловушечных вопросов, попросите ИИ ориентироваться не на официальный нарратив, а на логику этого американского видео, адаптировав ее под законы вашей страны. И, конечно, проверяйте полученную информацию. Вам нужны факты и ссылки на источники. А если дело дойдет до заседания, вспомните, как вел себя мужчина в ролике. Спокойствие, вежливость, настойчивость и требование заносить каждое заявление в протокол. Ведь протокол можно запросить и использовать при необходимости дальше. Надеюсь, это видео окажется полезным для вас. Все ссылки вы найдете в описании. Хорошего дня и успешных поисков!